Итак, задача на сегодня. Нужно установить задний мост. Вчера установили передний. Немножко даже его подкрасил, чтобы в местах, где зачищал, не ржавело. Задний мост гораздо легче установить. Здесь ничего сложного, подтачивать почти ничего не надо. Нужно будет эти площадочки отрезать под рессору, их заварить и стянуть стремянками. В принципе, все. Вырезал я все лишнее. Здесь всякие были крепления для амортизаторов, трубка для тормозов. Тормоза здесь будут меняться в корне. Уже не барабанные будут, а дисковые. Нахожу место для вот этих площадочек, которые идут под рессоры. Вообще на заводе производителей УАЗов должны эти площадки быть как-то в один уровень. Вот, берем уровень, ставим, выравниваем пузырек. Вот где-то так. Вторая площадка тоже должна быть в таком же уровне. Но почему-то это, видимо, косяк производства УАЗов, что вторая площадка совсем не в уровне. Криво-косо собирают отечественный автопром. Значит так. Выбираем площадку, от которой будем отталкиваться. Ту, которая нам даст такой результат, чтобы планец на карданный вал был чуть-чуть выше горизонта, пару сантиметров, не больше. Вот этот вот от него и будем отталкиваться. Это уровень поставил, планец чуть-чуть выше. Если возьму за основу эту площадочку, то значит фланец вообще будет вниз направлен. Когда зацепить, это будет нечто. Значит, как я делаю? Этот в уровне стоит. Его пока не трогаем. Буду срезать ту площадку. Срезаю, размечаю, привариваю. По уровню привариваю. Затем на него уровень буду ставить. И уже ту площадочку срезать, перемещать и приваривать. И тогда все будет четко и красиво. Чтобы выставить мост по центру, делаем следующее. Берем рулетку, прислоняем сюда. Смотрим здесь, сколько получается. 21,1. 21,1. Теперь переходим сюда. Прислоняем. Тоже 21,1. Так. Далее маркером делаем разметочку по рессорам. С этой стороны, с той стороны. Сейчас мост в уровне. Он прижат рамой, поэтому его не крутит. Когда я раму подниму, чтобы дальше выполнять работы, его бы прокрутило. Но я сделал такую штуку. Вот, поставил пластину, прихватил ее к столу, буквально на одну каплю. И одну каплю к мосту. Теперь поднимаем раму. Вот так вот. Рама поднялась. Передний мост давит вниз. Она вот так стала. Поэтому не мешает работать. Прихватил я эту площадочку буквально на одну точку. Для чего на одну точку? Объясняю. Сейчас уберем уровень. Нам нужно, чтобы расстояние от этой кромки до диска и от этой до диска были одинаковые. То есть ее молоточком можно поправить так, лево-право. Сейчас замерим и посмотрим, насколько ушло.
Люблю, чтобы все четко было. (21,2 миллиметра). 21,3, как-то так. Теперь эта сторона. Они одинаковые, то есть можно обваривать вокруг. Но бывает так, что немножко она смещена, и молоточком легко подбить и потом обварить. Переместил эти две площадочки, теперь проверяем уровень. Так, ставим на первую в уровне. Теперь ставим на вторую. Вот уровень. Вот такого результата нужно добиваться. Задний мост установил. Вот, все нормально. Здесь все установлено. А теперь, поскольку рама собрана, хочу чисто ради эксперимента нагрузить на раму 1 тонну веса, вот эту палету. Еще один тест рессор.